Привет! Это небольшая залипуха на минуточку. Хочу сделать контейнер по сбору вот этих одноразовых электронных сигарет и разместить этот контейнер в магазине. Но пока что-то в голову не приходит, из чего же можно сделать. Ну давайте, может, попробуем из ПЭТ-бутылки? Поехали. Заморачиваться я особо не буду. Возьму то, что под руку попадет. Тем более эта фанера как раз по размеру для меня. В этой нехитрой конструкции мне нужны регулируемые шпильки. Для того, чтобы когда болванка натянется, я с легкостью мог бы ослабить напряжение. В качестве контрольных стяжек, чтобы вся опалубка не рассыпалась, я тоже использую ленты, нарезанные из ПЭТ-бутылок. Ну вот, так называемая опалубка для корпуса и готова. Осталось только найти бутылочки. Погодка на улице просто шепчет. Поверьте, лучше ходить в минус 47, чем в минус 20 и сильнейшую черную пургу. Материал, конечно же, у меня припасен уже, ведь мы же теперь стали вихрями не в***ми. Делаем чай только из покупной воды, а еще год назад в чайник я наливал воду просто из-под крана. Нормальная такая погода, всего минус 47. Ну вон опять частицы воды замерзли. Туман. Немного переиграю концепцию. Да еще фен, сука, сгорел. Пришлось купить новый. Во. Шляпа, конечно, редкостная. Я решил сделать так называемое днище для болванки. Несколько пробных тестов я без камеры уже сделал. Тестировать и одновременно снимать. Ну, это очень нелегко. У меня же нет целого штата операторов, монтажеров, звукорежиссеров и прочей телевизионной нечисти. Так что приходится чем-то жертвовать. Шпильки и дно должны быть по длине одного размера, иначе испытуемая болванка получится вся перекошенная. В середину я поставлю еще одну импровизированную распорку, так как материал прогибает фанеру. Ну, в общем-то, опалубка готова. Осталось натянуть изделие. Кто-нибудь знает, во сколько раз изделие из ПЭТ-материала имеет усадку? Если кто тестировал такой эксперимент, пожалуйста, оставьте результаты буковками под видео. В общем-то, вот такой бокс получился, как барабан. Не знаю, как называется эта резьба. По-моему, резьба накатом. Это когда гайку можно выкрутить вовнутрь. То есть сама резьба больше, чем ось. Такую резьбу еще используют на велосипедных спицах. Ну, в общем, выкрутить разборки не составляет труда. Да и вся конструкция, в общем, с легкостью разобралась. Осталось только подрезать края. Я долго думал, из чего же сделать крышку, и все-таки пришел к тому, что напечатаю ее на 3D принтере. У меня есть интересный пластик, который уже давно валяется. Стирол-бутадиен-стирол, если я правильно выражаюсь. Но в простонародье СБС. Попробую им что-нибудь напечатать.
Я специально выбрал пластик зеленого цвета, ведь этот цвет более подходящий к темам, связанным с экологией и переработкой. СБС-полимер очень хорошо сглаживается в так называемой ацетоновой ванне, но я специально не стал этого делать, так как хочу, чтобы бокс выглядел более в топорном исполнении. Также я напечатал нижнюю направляющую по горизонту, потому что дно получилось не совсем ровное. Табличку я, конечно же, поменяю, как только найду цветной полиграфический принтер. Осталось закинуть пару затравочных электронных сигареток и батареек, чтобы люди видели, что туда кидать, и отнести этот бокс на место. Я не стал делать несколько боксов, чтобы разместить их в других магазинах. Хозяин этого небольшого и уютного магазинчика мой знакомый. Протестирую сперва одну точку сбора. Привет, Шахин. Здорово. Конечно же, такие боксы ставить надо там, где продают элементы питания, ну или хотя бы электронные сигареты. Хотел снять на минуточку маленький небольшой залипончик, а получилось на полноценный ролик. Ну, в общем-то, сети закинуты, и уже по результатам я посмотрю, стоит ли расставлять зеленые боксы в других магазинах. Коллеги Екатерины мне тоже собирают электронные сигареты. Смотрите уже, сколько набрали. В частности, спасибо Марусе. Вообще, пластик — это интересная штука. В следующей передаче я попробую сделать что-то вроде бруса или балки. Как вам будет угодно, так и называйте. За праздники на улицах города бутылок накопилось, очень много. Конечно же, я воспользовался этим моментом и перевез, можно сказать, всю мусорку к себе домой. Вон как Катерина радуется. В будущих видео вы увидите, что можно сделать из всего этого пэт-бутылочного беспредела. Ведь материалами я затарился, очень неплохо. Не забывай поучаствовать в розыгрыше призов, которые будут, наверное, числа 13-го приблизительно. Ссылочка должна быть сверху. Но я с тобой не прощаюсь. Не болей и храни тебя Господь. До встречи.